Присаживайтесь и рассказывайте, что вас беспокоит. Меня беспокоит прикус, который мы не можем Стабилизировать. Да, как будто бы. И мне такое ощущение, что мозг не чувствует правую сторону. То есть я жую на правой стороне, когда только дам команду. Давай. Он как бы избегает нагрузки. Да, он избегает. То ли ему неудобно, но хотя по всем параметрам, как бы я доктору доверяю, он говорит, что все там смыкание должно быть. Тем более у меня очень сложный прикус. У меня импланты стоят, здесь вот импланты, а здесь все свое, и поэтому мне нужно это как бы делать выровнять. И у меня раньше вообще, когда только мне сделать этот прикус, я говорю, я просто не чувствую, я не могу заставить мозг здесь жевать. Я жую только на этой стороне. Сейчас попроще, но когда вот, поскольку я здесь жевала, у меня здесь были сильные боли при каждом жевании. И вот это движение, даже просто умываешь, здесь были боли. Сейчас вы полечили что-то? Мы полечили, там Алексей мне писал, глазной нерв и языкоглоточный. Наверное, там не написано, если нужно ногой. Да, нормально. И он мне дал список моих травм, которые он на протяжении всего запоминал. То здесь у нас пациентка уже леченная, специалистом метода PDTR. Здесь будет очень специфический заход на проблему с височно-нижнечелюстным суставом, ну, как бы с прикусом. Что именно мешает? Какие-то жалобы в теле есть? Да, в теле есть. Сейчас очень много болевых ощущений. У меня очень тугая шея. Так. Она мне фактически вообще тугая. Раньше у меня были боли, я чувствовала их от трапеции, от грыж. Теперь у меня как будто вот после этого лечения, как будто что-то выключилось. Вот под этими буграми, а просто у меня все, вот все. Как будто бы я дверь открываю в другую сторону. Хорошо, что еще? Крестец чувствую и чувствую бедро. На коленку к вам бежала, упала, но соскользнулась, но вроде ничего. Еще свежая какая-то история, да? Тут? Ну, сегодня утром. Давайте будем смотреть, вставайте. Я не буду сейчас специально травматический анамнез собирать. Мы будем как бы по ходу рассуждать и будем выходить, как будто бы у нас пациент забыл про все травмы свои. Да, мы так вот сделаем. Я буду заходить через, опять же, постуральную систему, потому что это зубочелюстная система. Зубы – это часть постуральной системы. Сопротивляйтесь, я буду толкать ее. Здесь она стабильна. Сопротивляйтесь. Сюда она падает. Если она падает, здесь нестабильно. Вопрос сразу же. Если я нагружу сустав, постучу здесь, тот, который болит у нее или болел, становится лучше, да? То есть эта нагрузка на этот сустав помогает что-то компенсировать. Почему она падает здесь, мы сейчас будем разбираться. Вы чувствуете, да, что вот здесь падает? Вообще нет, ничего такого. Да. Теперь держим ручку, я протестирую. Здесь не работает, держим. Здесь работает. То есть у нее левая сторона, флексоры, по крайней мере, плеча не работают. Давайте посмотрим отводящую группу. Здесь работает, опускаем. Здесь не работает. И это может быть проблема с прикусом. У нас есть такой перекрестный прикус, и когда нагрузка на клык идет, может возникать такой ответ, когда при нагрузке возникает слабость с одной стороны, сила с другой стороны, при открывании рта возникает слабость с другой стороны. Сейчас откройте рот широко, держим. И тут возникает слабость, а тут сила. То есть в ее случае закрывайте рот. Мозг получает некорректную информацию, как будто бы здесь перекрестный прикус. Почему это так выглядит? Мы сейчас будем выяснять. Мы сейчас будем смотреть, с какой стороны идет этот сигнал. То есть я думаю, что это зубочелюстная система. Возьму мышцы, которые работают, держим. Держим. И я буду нагружать клык. Верхние клыки. Клык с этой стороны, с левой стороны. И возникает слабость. То есть как при нагрузке на клык возникает слабость. Понятно, да? Смыкание. И тогда она будет пытаться клык не нагружать, куда-то смещать нижнюю челюсть. Давайте посмотрим. С этой стороны клык. Я нагружу клык с этой стороны. Держу. Сила. Нагружу клык снизу. Тоже падает. Клык здесь. Да, здесь получается два клыка. Слева сверху и справа снизу. То есть это какой-то вот проблема с горизонтом. Является ли это приоритетным? Сейчас мы посмотрим. Я сейчас попробую нагрузить. Держим. И это зона компенсации подо что-то. Мы сейчас будем искать что-то, что создает вот такой ответ. То есть что происходит? Мозг ее при смыкании, нижний клык с этой стороны, верхний клык с этой стороны дают неправильный сигнал. Ну, вернее, не при смыкании. Вот сейчас. То есть как бы горизонт неправильный. Она как будто бы падает. И для того, чтобы этот горизонт, вот эту неправильную информацию компенсировать, нужны какие-то зоны, которые будут компенсировать. Смотрите. Еще раз, она падает. Я нагружаю КПС, который у него болит. Я просто постукиваю по этому КПСу. Стимулирую КПС, держу. И она перестает падать. Здесь нужно нагрузить КПС. То есть она причем говорит, что она его чувствует. Там не то чтобы боль, просто она чувствует. Это говорит о чем? О том, что мозг пропускает эту информацию, она нужна для коррекции горизонта. То есть она, например, потопает ногой, потопайте ногой. Вот она идет. Какой этой? Вот этой правой. То есть нагружается КПС.
Держим. И становится стабильной. Теперь есть жалоба на левый тазобедренный сустав. Снова проверяем. Также я постучу по тазобедренному суставу. Держим. Тоже компенсирует. То есть я понимаю, что вот эти зоны, они нужны нервной системе для компенсации. Я возьму ручку, которая слабая, также понагружаю КПС справа, усиливается тазобедренный слева, усиливается и нормотонус. То есть это все звенья одной цепи, понятно? То есть это звенья одной системы, постуральной системы. То есть мозг говорит, у меня где-то есть искажение, мне нужно что-то, какие-то датчики подключить, чтобы сделать лучше. Здесь хорошо, что есть слабость, мы можем пойти от этой слабости. То есть я вот возьму руку, которая слабая, и буду что-то там, например, она говорит, что у нее была травма носа, я прижимаю нос, не помогает, я прижимаю, а тут были удаления протезировать, да? У меня много чего было. Много чего было. Я прижимаю тут здесь, зона не помогает, не помогает, помогает. Здесь. Гайморит был? С гайморит был. Ничего не прокалывали. Еще были удалены гланды в 37 лет. Во взрослом возрасте. А здесь придавливание, то есть когда я надавливаю на пазуху, смотрите, становится хорошо. Давайте я сейчас надавлю на пазуху, держим, и она перестает падать. Что-то с пазухой. Что, почему, как, будем сейчас выяснять. Я надавил, это, может быть, сработал как антистимул болевых рецепторов, то есть, возможно, там болевой рецептор. Это может быть кладовой. Где-то киста есть в каком-то из них. В какой-то пазухе есть. Кости забыла, да, блин, не подготовилась, извините. Ну, потом посмотрим, какой кисть. Ну, здесь есть проблема с кистой. Теперь я попробую снизить сигнал здесь. То есть я придавливание снизил. Может быть, это, я сейчас проверю, может быть, это болевой рецептор, а может быть, нет. Может быть, это что-то другое. Я здесь так пощелкаю и снова тестирую. И не помогает, извиняюсь. Пощелкаю, тестирую ручку. Не помогает. То есть это не болевой рецептор, по крайней мере, не рецептор медленной боли. Возможно, это у нас рецептор симпатика-парасимпатика. Сейчас я посмотрю, руку расслабить. Я стимулирую симпатический ответ в гайморовой пазухе, постукиваю, делаю рефлекс, держу, и все нормализуется. Согласны? Да, очень, очень стабильно. И все нормализуется. Соответственно, здесь у нас есть симпатический ответ в гайморовой пазухе. Откуда он взялся? Ну, это может быть лечение. Здесь верхние зубы что-то тут делали, какое-то протезирование? Все удалено. Все удалено. Импланты. 1, 2, 3, 4. Это может быть воздействие на слизистую пазухи имплантом. Ну, корнем. Либо когда... А там сделали у вас пластику? Нет? Там костная Не ткань? делали пластику. А мне делали наращивание костей. Да, наращивание костей. Это вот эта история про наращивание костей. То есть это может быть с этим связано. И мы тогда здесь пытаемся сейчас снизить сигнал. То есть я сейчас его снизил. Теперь я проверяю, прикус у нее поменяется, держим. А рот открыть широко. Она открыла рот, держим. Можете сжать рот и сомкнуть зубки и надавить. Сейчас прикус не влияет. То есть, по крайней мере, без еды все хорошо. Теперь снова я это верну. Смотрите, я снова поцарапал. И опять возникла слабость. Согласны? Держим, держим. Вообще не держит. Слабость. То есть, что здесь происходит? Смотрите, здесь есть сигнал в гайморовой пазухе. Мозг как бы вот это делает. Ну, условно говоря, он отдергивается от этого сигнала, он пытается снизить сигнал. И пытается уйти от источника возбуждения здесь. Помогает придавливание. Значит, будет какая-то в паре связка. Сейчас проверю, насколько эта зона прямо супер важная. Может быть такое, что эта зона не часть, ну, как бы часть какой-то проблемы, и нам нужно идти выше. Держим. Это важная зона. Смотрите, я сейчас перестимулировал рецептор, и она стала вся слабая. Да, то есть я как бы сейчас ухудшил ситуацию. Я сейчас буду искать, а что компенсирует. Это зубки сжать. Какая-то связка на зубе компенсирует. Разжать. Да, компенсирует. Сейчас мы посмотрим. Какая? Нагрузил проблемную зону, откройте. Теперь я буду нагружать слева сверху зубки. Не помогает. Слева снизу. Не помогает. Справа сверху. Не помогает, это не зубки. Значит, нагрузился сустав, скорее всего. Гружу связки сустава. Помогает тонус. И тогда эта зона должна болеть. Ну, то есть, условно говоря, мы понимаем, что вот эта зона может, поскольку она компенсаторная, она должна себя проявлять. Причем, смотрите, тут еще какой важный момент. Сейчас она находится в определенном состоянии. Она слабая здесь, сильная здесь. Согласны, да?
что будет, если она каким-то запахом постимулирует. Я просто любой запах беру, который... Смотрите, она вдыхает. Давайте вдохните левой ноздрёй. Правой. Да, вот этой. Она вдыхает. Сила. А теперь вдохните левой. Вижу. Возникает слабость. То есть здесь еще будет какая-то непереносимость запахов. Почему? Потому что запах может возбуждать, симпатизировать слизистую пазухи. Кофе вообще не переношу. Да, кофе в том числе. Кофе – это тот запах, который усиливает симпатику со слизистой. То есть здесь будет вот У такой... меня даже были спазмы, которые чуть ли не до бронхиальной астмы. От кофе? Потом мне вот после работы мне полегче стало. Но все равно. Да, лечение. Значит, мы будем лечить. Я сейчас буду нагружать сустав. Здесь просто постукивать по суставу. Здесь царапать слизистую. Как бы стимулировать симпатическую ответ слизистой гайморовой пазухи. И сделаю рефлекс. Ножки вместе. И теперь она стабильная. Ручку вперед держу. Сила. Опускаем ручку вперед. Сила. Ручку в сторону. Сила. Ручку в сторону. Сила. Означает ли это все, что я должен сделать? Нет, конечно, здесь, поскольку много было воздействия, мне нужно много чего проверить. Давайте так, теперь зубками постучать. Я нагружаю датчик и проверяю, как датчик зубы плюс сустав работают сейчас. Здесь не падает. Теперь закройте правый глаз, смотрите левым глазом. Она смотрит левым глазом, я проверяю датчик левый глаз. Я сейчас проверяю датчики. Теперь закройте левый глаз, смотрите правым глазом. Все прекрасно работает, то есть глаза как датчики работают. Теперь я нагружу другие вещи. Смотрите, прямо я нагружу стопу. Постимулирую стопу справа, как датчик. Без проблем. Постимулирую стопу слева, как датчик. Еще есть проблема в стопе, которую тоже хорошо бы убрать, потому что она тоже может влиять на прикус. Как она может влиять? Давайте так, вы стопой пошевелите, вот так немножко покрутите, да. Она нагружает связки стопы, остановиться, и возникает слабость. Согласны? Да, то есть это нагружает постуральную систему. В НЧС можно это компенсировать? То есть это еще какая-то история. Снова нагружайте. Смотрите, она нагружает, остановиться, падает. И я пытаюсь нагрузить опять сустав. Держу. Сустав тоже тут. То есть как бы тут влияние 2 на этот сустав, понимаете? То есть как бы поэтому он будет болеть. Здесь нужно оба влияния убрать. Ложитесь на спинку. Моя задача полечить стопу. Почему? Потому что это часть постуральной системы. Потому что это связано с ВНЧС. ВНЧС будет компенсировать стопу. Понятно? Сопротивляйтесь. Сейчас она сильная. Держу. Сильная. Нагружаю стопу. Здесь хорошо. Нагружаю здесь. Сейчас посмотрим, где именно. Вот здесь там травма была. Там была травма, да? И недавно подвернула опять. Там была травма. Мы будем лечить травму. И вот эта травма будет влиять на сустав. Я лечу травму. Травму голеностопа какой-то давности. Там. И свежие тоже. И свежие тоже. Лечу травму голеностопа. Снова проверяю. Держу. Сейчас не падает. Подвигайте снова стопой. Я посмотрю еще связки. Потому что я полечил ноцицептор, там могут быть еще какие-то связочные проблемы оставаться, которые тоже нужно полечить. И в этом случае нет, возможно, это уже когда-то леченная история. Мы опять же, смотрите, логика, мы проверяем постуральную систему. Она нагружает стопу, покрутить стопой, покрутить. Падаете сейчас? Да. Покрутить стопой, остановиться, держу. Сейчас не падает. Но она когда встала, почему-то она падала. У меня такое бывает головокружение, когда пристаю. Теперь смотрите, здесь в положении стоя не проверяется еще один датчик важный, вестибулярный аппарат, потому что она стоит. Для того, чтобы он срабатывал, она должна двигаться. Здесь после вставания стала слабой. И это означает, что есть еще проблема, может быть проблема с вестибулярным аппаратом. Как я простимулирую? Смотрите, я просто постучу по височной кости, где находится этот датчик. Я как бы возбуждаю волоски, которые реагируют на движение лимфы там, и возникает слабость. То есть здесь проблема еще с вестибулярным аппаратом. Если я это сделаю с этой стороны, держу, тут сила. Согласны? То есть еще одна история, которая тоже создает проблему. И это история, которая будет ухудшать ее положение, состояние во время движения.
То есть вот она сейчас встала, и Да. ей нужно было время Есть такое, сориентироваться. Теперь мы посмотрим, что это за история. Я сейчас попробую это проверить. Я буду лечить сейчас какую-то часть постуральной системы, связанную с вестибулярным аппаратом. Я сейчас сделаю стимул, посмотрю, это что, в чем проблема. Проблема ядер мозга, 8-я пара. Проблема рецепторов, проблема связок здесь, проблема самой кости. И это проблема связок. Сейчас мы посмотрим. Держим. Да, опускаем. Это будет лечение рефлекса постурального. Есть постуральный рефлекс, он называется выравнивание головы на шее. Сопротивляйтесь. Снова сила. Я постучу опять здесь. Держим. Сила. Теперь попробуйте снова лечь и встать. Посмотрите, будет ли так же голова кружиться. Я даже не через бок стану, а через перед. Ну, встаньте. Чтобы спровоцировать. Да, чтобы спровоцировать, да. Встала. Хоп. Держим. Что-то вот в момент первый здесь есть. Но сейчас она не падает. Я нагружаю опять эту историю. Держим. Все, она не падает. Здесь может быть что-то еще в момент самого движения. Давайте так. Попробуйте сделать шаг вперед, шаг назад. Мы просто посмотрим походку. Раз и назад. Два. Нормально. Теперь попробуйте как бы резко вот так прыгнуть на ножку. Раз и обратно. Хоп. Все. Да, то есть мы нашли еще что-то, что, смотрите, что провоцируется только при определенной позиции. Ложитесь на спинку. То есть здесь у нас еще есть при определенном движении, когда она делает быстрое движение правой ножкой. Это моя рабочая нога при бадминтоне. Всегда выпад правой. Правая рабочая Всегда нога. самая рабочая. Выпад правой ногой. Может быть, здесь что-то со стопой. Я постучу просто по стопе. Нормально. Колено. Нормально. Тазобедренный сустав. Нормально. Расслабьте. Сейчас я посмотрю сустав. Может быть, это КПС как раз нагружается. Держу. Возникает слабость. Да. Вот так держите ножку. Вот так. Хорошо. Ровно. Слабость. Держу. Слабость. Сейчас его... О, Сейчас. Сейчас мы найдем зону, которая компенсирует это. Держу. Опускай. Ножку вот так. Внутренняя ротация. Сюда. Угу. Опускаем. И встать сразу. Раз. прыгнуть? Нет. Хорошо. Все, встали. Теперь сделайте вот этот выпад вперед, такой, как вы делали только что. Шагом или прыжком? Прыжком. Раз и назад. Держу. Все, хорошо. То есть нагружался тазобедренный сустав. Это тоже часть построенной системы. Как сейчас самочувствие, посмотрите, послушайте себя. Зубками постучите. Ну, шея такая же, тугая. Так я резко не пойму. Нужно поесть? Садитесь. Нет, еда, наоборот, у меня в покое. Садимся. Не находит положения. Сейчас есть дискомфорт или нет дискомфорта? В прикусе вы имеете в виду. Боли у меня до этого уже практически не было, но... Да. Дискомфорт. Нет. Хорошо. Теперь шея. Садитесь ровно. У вас в обе стороны, да, ограничения? Да, она очень как будто бы она не замкнула, как будто бы вот именно... Как давно? А, наверное, около месяца, когда с глазом поработали, когда я глаза проверяла. Ага. Поворачивайте голову сюда. Больно, да? Ну, она просто не поворачивается. Хорошо, сюда. Все, да. Вот. Теперь я буду помогать верхнешейному отделу. Поворачивайте так лучше. Да, так лучше. Это тоже пробовала. Да. Сюда. Да. А повыше еще лучше. Хорошо. Наклоните голову вперед. Подумайте о море. Хорошо, думайте о море. А думать о море ей нехорошо. А должно же быть наоборот. Согласны? Где-то в моем море. Все. Да. Это вторично. То есть позиционный рецептор, где тут вторично. Сейчас мы найдем первичное. Про мороженое можно? Можно про мороженое? Да. Мороженое люблю. Так, хорошо. Опускаем голову вперед, думаем о мороженом. А море пускай будет. Пускай о море, хорошо. Да, просто Определитесь. сработало. Вы определитесь там о море. Хорошо, о море. Ровно теперь голову. Сейчас мы посмотрим, что еще здесь. Суставчик. Держим. Да. Сейчас будет интересно. Снова думаем о море, смотрим сюда. Хорошо. Здесь такая интересная будет история. Значит, у нас есть такой позиционный рецептор.
То есть, смотрите, позиция шеи, положение вот в таком, вот так, все сильно. Держите, просто сильно. Но как только вы думаете о чем-то другом, не о шее, о море, о мороженом, такая слабость. Да. Это что такое? Значит, море нельзя, мороженое нельзя. Шучу. Сейчас мы сделаем, чтобы было можно. Хорошо. И здесь это вторичный рецептор позиционный, а первичный будет, скорее всего, в НЧС открывание рта. Откройте рот. Даже подумайте о море. Тоже нельзя на море. Тоже И в НЧС тоже. Теперь нам нужно сделать так. Откройте рот. Закройте. Голову наклоните. Держим. Подумайте о море. Да-да. Все. Наклоняем голову, открываем рот, думаем о море. Это было лечение. Я поняла. Держим. Снова наклоняем голову, думаем о море. Сейчас на море можно. О мороженом. Мороженое можно. Поднимаем голову, открываем рот, думаем о море, о мороженом, о шее, о суставе, о прикусе. Все хорошо. Оглашу весь список, пожалуйста. Шучу. Да, да. В общем, весь список можно. Хорошо. Хорошо, договорились. Все, смотрим, как сейчас поворот шеи. Давайте посмотрим. Оп. Да, мне получше. Да, здесь боль есть, но вот это вот, ограничитель убрали. Скованность ушла, да? Скованность Там меньше, амплитуда да. добавила сразу градусов. Да, Так я же вообще вот так была, я дома же. Да. Вот мне еще, если вот здесь не будет хрустеть, то будет вообще. Это тогда будет вообще, да? Хрустит. Лопатки Да? замкнули. Я играю давно в бадминтон, но вот как месяц у меня вот здесь вот хрустнуло. И вот оно у меня Хрустит. при ударе прям вот здесь вот все шевелится. Вы прямо это бадминтон-то профессионально играете? Да. Подвигайтесь снова. И он у меня вот так при всех движениях хрустит. Так, меньше? Так поменьше. Все хорошо. Все хорошо? Держу. Снова двигайте рукой. Сейчас буду слушать просто. Меньше. Ну, меньше. Ну, меньше. Ну, прям у меня прям звук, который нет. Ну, слышишь. Хорошо, как шея. Сюда вообще хорошо. Сюда еще что-то Здесь у меня остается. именно боль. Здесь именно боль, Да, а не хорошо. тугость, да. Снова поворачиваем сюда. Лучше, не лучше? Получше, например, вот здесь вот сильно натягивается. Хорошо. Прям Теперь сильно. посмотрим левым глазом правым глазом на меня. А левый где? Просто правым смотрите. Про левый не думайте. Ага. Держу. Хорошо. Смотрим прямо. Держим. Левым глазом на меня. Правым, вернее. Правым на меня, прямо. Слабость. Правым на меня, прямо. Слабость. Ждем 10 секунд. Только прямо смотрим. Держим. Хорошо. Теперь надо посмотреть правым глазом на меня. Ну, как бы в 3 этапа. Смотрите. Вы 1, 2, 3. Хорошо. Отлично. Прямо. Первично приоритетное. И теперь посмотрим, кто компенсирует. Теперь надо 2 раза посмотреть на меня правым глазом. 1, 2. Прямо. Слабость. Держим. Да. Сейчас мы это тоже полечим. Значит, смотрите, ваша задача будет смотреть прямо на меня, прямо на меня, прямо на меня. Хорошо? В один прием. Ну, то есть вы будете бросать глаз. Я вот здесь щелкать, а вы будете еще определенным образом дышать. Что-то пара. Вам нужно дышать. Равномерно. Равномерно, но высокая амплитуда и высокая частота. А носом или ртом? Без разницы. Поехали. Извините, и глазом еще? И глазом еще. Сложно? Сложно. Так, сейчас. Смотрите, ну давайте так. Я буду махать, как дышать. Все прямо хорошо. Держи. На меня правым глазом. Хорошо. На меня правым глазом. Прямо на меня. Отлично. Поворачиваем голову снова в эту сторону. Вау. Даже боль меньше. Да. Ну, понимаете, как бы есть прям вот вещи, которые ты лечишь, они не резко замечаются, а это
Да-да, все хорошо. Я думаю, что вам на сегодня точно хватит. Соответственно, вас должен Алексей посмотреть через недельку, через 2. Вы сейчас наблюдаете за своим состоянием, за своим прикусом. Комфортно, некомфортно. У вас будет мой телефон. Если что, напишите. И мы с вами решим дальше, что делать. Благодарю. Спасибо Пожалуйста. большое. Спасибо зрителям.